Почитала, значит, комменты под прошлым видео. Безумно рад и благодарен за замечания по типу «пора в дурку». Всегда знал, что мои подписчики люди добрые, игра не понимающие. Но еще больше я рад людям, которые выкупили отсылку. Вы, мои зайки, завтра вам памятник поставлю у себя на столе. Либо сниму конкретно про мега крипа и его кента целый исекай. Короче, выбирайте. А пока о моем перерождении в меч. Кто сосчитает, сколько было исекаев на канале, получит от меня пшик мироместином. Спасибо! Пожалуйста, да не за что. Ладно, рутубы, тутубы, помните, да, еще можно немножечко телеграммироваться ради моих невероятных кружочков. Представляете? Представляете? Очередной какой-то горемычный откис, переродившись в другом мире, чтобы случился еще один исекай. Только вот что вы думали, случилась беда, печаль, трагедия, оказия. Чел стал не каким-нибудь имбалансным челом, а тупо мечом. Стоит себе на постаменте, двинуться не может. Ладно. Вру, несмотря на то, что перерождение случилось нестандартным, имбалансные характеристики имеются в наличии. Даже способности к телекинезу завезли, чтобы клинок мог сам по себе летать, сам собой управлять и даже во владельце не нуждаться. Но о нюансах и этапах прокачки немного позже. А пока нужно посмотреть на ту самую будущую хозяйку, владычицу Исекайнутого. Как зовут, не скажу, бедолага вообще никто, без каких-либо прав, родов и имен. Все, что может, так это исполнять чужие приказы по причине модного магического ошейника. Обидно, досадно, но есть и хорошие новости. Вон меч уже вовсю режется, рубится, качается, изучает близлежащие территории, слизь победил и дракона, и черепаху, и даже тигр с устойчивостью ко всем физическим атакам. А все потому, что клинок помимо сотен навыков еще обладает умом и сообразительностью. Проще говоря, когда острые атаки тупо не действуют, магией все еще можно пользоваться. Простите, неправда. Больше ничего применять нельзя. Следующий лес нулем обитателей по несчастливой случайности оказался местом, вытягивающим всю ману, магию и возможности. Так что теперь горемычному только остается что ждать, пока из гнилой земли ну хоть кто-нибудь удосужится его достать. Благо, ждать осталось недолго. Вон уже телега с бедолагами рассыпалась, разлетелась. Даже один из отдающих гнилые приказы скис от медведя. А это значит, ошейники временно не работают, и уже не можно стоять, а нужно бежать, не оглядываться, как вдруг вот это да. Откуда ни возьмись, с ушастой заговорил какой-то голос. Обещает помочь, спасти и оказать любого рода всевозможного поддержку, только бы ну хоть кто-нибудь, пожалуйста, помогите, земля держит, не пускает. И все, дальше, как понимаете, перераспределение навыков, резня, нарезка, и даже случайно сгоревший контракт, разбитые кандалы из киши, второй гнилой неизвестно кто. Короче говоря, теперь все бедолаги свободны, и ушастая тоже свободна, и она, и он будут путешествовать вместе, помогать друг другу. Осталось разве что познакомиться. ГГшку зовут Фран, по роду племени какая-то дворняга. Ни один из родичей никогда не эволюционировал, и вот она всегда хотела стать первой, кому удастся обойти законы природы. У меча имени нет, но теперь тоже будет. Раз железяка пообещал обучить и научить всему хорошему, будет зваться мастер. На то мы порешили. Я вот поерничать хотел насчет неиссякаемости очередного иссякая, но что-то как-то грустно стало. Аж не захотелось вставлять свои 5 копеек. Думаю, всем понятно, что данный тайтл такая же посредственность, как и предыдущая сотня мультиков в том же жанре. А хорошо, что иссякаев со временем станет еще больше, и будет мой канал посвящен перерождению в другом мире. Спасибо! Между тем начались классические душные будни. Деление, вычисление, разделка, обеды и так далее по списку. Даже на полировку клинка время находится. Как вдруг, представляете, Фран почувствовал что-то где-то рядом не так. Кто-то попал в беду. И действительно случился концерт Амори Куна. И действительно, беда! Извозчик оказался слабым, даже от гоблинов отбиться не может. Но ничего, горемычный обязательно поможет и даже примет транспортные услуги до города в качестве оплаты. Причем с попутчиком настолько повезло, что он выдал целую базу об устройстве здешнего мира. О чем ушастая с мечом, конечно, не знали. Вам, к слову, тоже не обязательно. Потому что все по классике и стандартам. Есть злые монстры, есть гильдии с искателями приключений и есть главные герои. Все, а еще и смешной монитор с абсурдно дорогими девайсами. Кстати, наши горемычные уже до города доехали, осмотрелись, огляделись. Молодцы! Можно и на собеседование направиться. Правда, кто бы мог подумать, оказывается, у всех кругом характеристики оружия куда выше и доброкачественней. Но не волнуйтесь, мастер не зря прокачивал магию, она еще обязательно пригодится. Во-первых, для того, чтобы пройти тестовый спарринг с каким-то сильным силачом. А во-вторых, чтобы заблокировать навыки чтения характеристик, и никто из вышестоящих чинов не узнал, каким таким чудесным образом ушастая умудрилась выписывать такие пируэты в схватке, будто бы у нее два мозга думают одновременно. Ну и в-третьих, осталось только выбрать класс, плюс получить карточку, подтверждающую крутую крутость. Фран теперь маг меча. Поздравим! Еще, кстати, так уж удачно вышло, что все собранное в бесконечном рюкзаке добро можно продать пятиглазой Нел, которая даже щедро заплатит и не против, чтобы ГГшка обращалась по имени. То есть, в отличие от прочих ненавистных заведующих приключенцев, ушастая свой кредит доверия явно завоевала. Что до каких-то статистов, которым мне понравилось, что какой-то безэволюционной шерсти заплатили намного больше, так вон они уже не особо здоровые и совсем не целые. Но не стоит печалиться, Нел уверяет, всех вылечат, всем помогут, все будет хорошо, только придется уплатить убытки и расходы за беспорядок. Так что да. Из важного вот этого деда звать Галус, и у него, видите ли, божественный, мощный, модный глаз. Короче говоря, пенсионер так сразу и понял. Меч не простой, а особенный, редкий, разумный. Возможно, говорящий.
Говори, скотина. В общем, если вы не поняли, самое время прибарахлиться. Тем более, дед как раз нарисовался прямо на пути еще и сам приглашает в кузнечную лавку. Мол, все подходящее снаряжение имеется, еще и скидка будет. Но насчет того, что Галус понял, что меч непростой, так все уже все поняли, никакой опасности нет. Ремесленник хороший, добрый, никаких злых умыслов не имеет. Просто ему с профессиональной точки зрения было любопытно, откуда такой модной вещице взяться у обычной ничем не примечательной ушастой. Если до сих пор не поняли, что удивительного, вот вам еще одна лекция об устройстве мира, о котором горемычные ничего не знают. Значит, разумное оружие — это настолько высокоуровневые артефакты, что только искусные божественные кузнецы могут создать подобные. И вообще, судя по преданиям, сказаниям, таких легендарных оружий не так-то много. Буквально можно по пальцам одной руки пересчитать. И, что самое важное, опять же, благодаря той полезной магии, которая имеется у клинка, его реальные характеристики куда выше заявленных в статах. То есть, если использовать немного маны для удара, можно увеличить атаку и в 2, и в 3, и во много раз. На том все. Всем спасибо, все свободны. Дело осталось за малым: прикупить трусы, одежду, чашки, ложки, поварешки, заселиться в номер, наварить отменного хрючева, наесться до отвала и после, наконец, поспать. Спокойной ночи. Доброе утро! Пора выполнять заказы. По причине низкого ранга особо прибыльных дел в гильдии нет. Придется собирать грибы, растения и прочие ингредиенты. Но представляете, Фран опять услышала, почувствовала где-то рядом беда. И действительно, на каких-то несчастных напала целая ватага гоблинов. Как несложно догадаться, вся гниль уже порублена на кусочки, осталось только принять слова благодарности и выслушать очередную лекцию об устройстве мира. Оказывается, представляете, скоро случится нашествие гоблинов. А все от того, что в округе стали часто появляться зеленые высокого ранга. Следовательно, где-то поблизости имеется какой-то король, какая-то королева, и вот они плодятся, создают армию мощных мощностей. Информация интересная, очень полезная, а главное познавательная. ГГшка так и поняла. Пора идти резать все подряд, забыв о получаемом уроне. Потому что если не знали, то она пообещала себе, что больше никогда никуда не сбежит. Вот. То есть случилась так называемая мотивация. Настолько круто, что я шкаф померил. 44 на 210. А дальше, мало-помалу, голова за головой, случилось деление более сотни гоблинов. И все, наступающие закончились, впереди пещера. К счастью, вперед идти не стоит, лучше залутать уже побежденных противников и отдохнуть перед продолжением резни. К тому же повезло, аккурат к концу пирушки вернулись спасенные бедолаги с подмогой. А все для чего? Правильно, чтобы ушастая могла вернуться в город, отдохнуть, заглянуть к Галусу, починить броню и выслушать очередную лекцию. Пещера не что иное, как высокоуровневое подземелье, появившееся по желанию велению какой-то богини хаоса, что постоянно испытывает приключенцев на профпригодность. Ладно. Пещера — это находящееся под землей или в горном массиве углубление, полое пространство с выходом наружу. Вот это я юморной, поняли? Ладно. Куда важнее принадлежность хозяйки данжей, злая она богиня или добрая, вопрос остался открытым. И ладно, прохладно. Куда важнее самое время посетить купальни, попариться, откиснуть и что еще лучше скипнуть баню. Тем временем модные ножны с раскрывающимся механизмом уже готовы. А значит, пора в путь выслушивать очередные лекции и наставления от старших приключенцев. Чтобы вы знали, у горемычной уже не самый низкий ранг. Ей в честь победы и достижения экстренную пару очков накинули абсолютно бесплатно. И что вы думали, абсолютно не зря. Потому что пока шло обсуждение стратегии, внезапное получение по лицу, ГГшка уже расправилась со всем, чем только можно. И даже путь расчистила, и сама первая вперед пошла. Одним словом, имба. Другим словом, клиффхенгер. С каким-то призванным гоблинами чудом-юдом. Короче говоря, гоблинов Фран покрошила, короля и королеву тоже нарезала, жуков за дверью не забыла, а дальше, наконец, самое главное. Финальный босс, чудо-юдо, вот это все. Главным противником оказался, что вы думали, демон. Опасный, большой, высокого уровня, еще какими-то модными особыми навыками, отнимающими навыки владеет. Что это такое? Неясно, непонятно. Поэтому правильно, горемычные так и решили. Нужно тупо резаться, не обращая внимания ни на что. Тем более ГГшка замотивирована как никогда прежде. Он даже рук не пожалел. Простите. Конечности приклеились обратно благодаря чудной целительной магии. Так сказать, повезло. Жаль, наличие у демона чудного скилла было упущено из виду. И теперь, чтобы Фран не была такой крутой мечницей, крутым мечником будет сам рогатый. То есть все, навык фехтования теперь у него, завидуйте. Ой, простите, извините. Кражи не случилось, потому что вот так везение. Навыки фехтования у горемычных общие, и забрать умения никак нельзя. Опять повезло, опять поздравим. Осталось только прям точно, конечно, окончательно завершить вот это все. Если коротко, у демона, которого вообще нет слабости, и самая главная слабость. Его жизнеспособность целиком и полностью зависит от того, как себя чувствует хозяин подземелья. Получается, нужно всего-то бросить силы и умения на деление призывателя, а когда демонюга окажется вынужден защищать источник силы, можно взять и тупо бросить меч прямо в цель. Целью, чтобы вы знали, был сам рогатый, а смена траектории — это, вы сами знаете, дело простейшее и легчайшее. Итого минус демон плюс кристалл, подземелье зачищено, товарищи тоже пустили в дверь, все живы, целые, главное здоровые. Из издержек разве что выговор от командира рейда за неподчинение, непослушание приказам. Простите, извините. Что насчет пары-тройки вопросов от Климта касательно полученного тела от кишевого демона, так ни про какой кристалл ГГшка знать не знает, ничего не видела. И вообще камень сам сломался, когда ушастая порезала рогатого. Ладно, ясно.
понятно. Звучит правдоподобно, как вдруг открывается дверь, в комнату заходит анекдот и говорит, мол, все вышесказанное ложь и клевета. И это, чтобы вы знали, тоже ложь и клевета. Правда, звучит очень убедительно. И все из-за уникального навыка, позволяющего распознавать, когда врут другие, и добавляющих к собственным небылицам очки правдоподобности. К счастью, Климту на подобные заявления плевать, потому что даже если так, Горемычный имеет полное право распоряжаться полученной добычей самостоятельно. И вообще, трофеи уже зарегистрированы на имя гильдии приключенцев, и вообще рыцари сами не захотели отправлять подземелья подмогу. И вообще, анекдот свое придворное место купил, и уровень тоже прокачал за счет других. Но главное хорошо то, что хорошо кончается. Тут-то Фран как раз и пригодился полученный с демона навык кражи навыков. Теперь ушастый и врать умеет, и культурному этикету обученный, что еще лучше, получает повышение до ранга D. Еще выше перепрыгнуть, увы и ах, нельзя. Другие филиалы гильдии с подобным даже при учете мощных заслуг ГГшки не согласились. Ну и ладно, как бы то ни было, в честь праздника всем напитки за счет героини. К слову, осталось еще одно самое-самое важное. Мастер обещал приготовить карри в честь победы в данже, и вот оно, время, место действия кулинарии, кукинга, кошеварки. Много мяса. И на самом деле рецепт простой. Но пересказывать его, конечно, не буду, как использовать мемы времен Палеозоя. Лучше держите клиффхенгер. Фран лицом к лицу встретилась с представителем рода племени синих котов, с которыми у рода племени ушастые имеются фатальные разногласия. А все из-за анекдота, желающего сатисфакции за утраченные непонятно как навыки. Еще, кстати, есть второй клиффхенгер с Амандой, местная, модная, мощная искательница приключений, предыдущее упоминание, которое я, простите, скипнул. Но ничего, вот вам за это анекдот. Не тот, который сюжетно, а настоящий. Однажды Диоген спросил Сократа, что важнее, бочка дегтя или ложка меда? Философ задумался и ответил вопросом, а что для птицы важнее, левое крыло или правое? Человек, это, между прочим, тоже своего рода птица, сказал Диоген и достал ощипанного петуха из кармана. Что касательно сюжета и разборок между котами, так тут и говорить не о чем. Гниль побелили на несколько запчастей. Причем Фран даже не готова оставить мастеру последний удар. Все, говорит, хочет сделать сама, чтобы на своем примере показать другим родичам, что несмотря на гонения и презрение, они все равно всего могут добиться сами. Ведь если она смогла, то смогут и они. Да, ой. Горемычная ведь сама вообще ничего не добилась, и имбой стала только благодаря иссякаемому мечу. Жаль, нельзя поставить меньше единицы. Срочно! Вызов от Климта! Дело в том, что в гильдию пришел запрос на поимку нерадивого сына какого-то чинуши. Проще говоря, анекдот сбежал из дома, прихватив с собой отцовские деньги. Поэтому хорошо, что его ГГшка порезать не успела, пусть лучше богачи разбираются со своими проблемами самостоятельно. Потому что у Фран скоро и своих бед будет хватать. Вот, к примеру, объявившаяся Аманда вернулась из тех самых земель, где в самом начале появился Иссякайнутый. Отчет об исследовании тоже имеется. Но куда важнее, ей настолько понравилось Горемычной, что эльфийка проходу не дает, по пятам везде преследует, одним словом, беда. Но есть и хорошие новости. Климт готов почти бесплатно выдать несколько имеющихся у него магических кристаллов. Взамен нужно всего-то сходить зачистить какое-то подземелье с пауками. Причина столь щедрого вознаграждения — крайняя необходимость. А то народ распускает сплетни, мол, молодая получила ранг по блату, и вообще глава гильдии фурии, ё-моё. Аманда тоже отправится в тот же данж, пусть ее об этом даже и не просили. Причина понятная, простая и ясная. Виной всему очередной клиффхенгер с моим телеграм-каналом, где я пощу всем нужные видео, кружочки и текстовые сообщения. Стабильное падение подписчиков 6 месяцев к ряду — признак высококачественного контента. Ссылку найдете где-то там, внизу. Спасибо! Пора обратно к делам насущным. Значит, объясняю научно-популярно. Готовьтесь к очередной лекции с объяснением устройства мира. В следующее подземелье пойдет не только Фран, но и несколько других приключенцев. А все потому, что данж не является чем-то спонтанным. Это такой, понимаете, логово пауков, которое обновляется постоянно, а выход для безопасности запечатан. Туда всякие бедолаги ходят фармить ресурсы, качаться и в том числе оттачивать навыки. Вот и сейчас самое время сдать экзамен на повышение ранга. И сопровождающих какие-то ноунеймы и, собственно, Аманда. Из участвующих, как вы уже знаете, Франы какие-то ноунеймы. Один из них, вон даже, посмел усомниться в честности получения медалей и наград ГГшки, за что справедливо получил по голове. И утром, и днем, и еще в придачу вечером во время тренировочной дуэли. Ну а раз одна резня случилась понарошку, то можно и вторую оформить. Аманда как раз готова размять свои старческие кости. Спойлер, бой мог закончиться только поражением. Потому что эльфийка еще больше имба. У нее вон навык, который тупо не позволяет получить урон. Прям совсем, вообще, и в частности. Но не стоит расстраиваться, ведь все равно Фран билась очень даже достойно. Теперь спит, отдыхает, вспоминает флешбеки с матерью, то, понимаете ли, в дуэли на кону как раз стояло требование от Аманды стать приемной родительницей. Естественно, ясно, понятно, драма, лирика, место в душе уже занято. Но ладно, погревали и хватит, пора выдвигаться на сам, собственно, экзамен. Правда, понимаете, саму зачистку подземелья от пауков я скипну. Вот вам лучшая очередная лекция, на этот раз от Аманды. Причем Горемычная сама поинтересовалась,
поинтересовалась, а что такое эти ваши навыки и умения, как их качать, куда использовать и вообще какие есть хитрости. А то Франц все беспорядочно применяет и, вероятно, каких-то важных нюансов не знает. И представляете, не узнает, потому что лекций больше не будет. Впереди только тотальный скип. Не благодарите. Реально, хватит благодарить. Из важного, на далеких уровнях появились эволюционирующие пауки и всякие новомодные ловушки. Так что придется отступать и ненароком в одну из засад попасть. Случились, представляете, телепортации и обезоруживание одновременно. Как итог, Франц с двумя статистами одна одинешенька стоит напротив паучьей паучихи, а мастер даже не знает, не может определить местоположение ушастой ни одним из имеющихся типов геолокаций. Одним словом, беда. И вот понимаете, как раз сейчас та самая ситуация, когда ничего не работает. И даже Аманда своими воздушными колдунствами не может отыскать потерявшихся. Что значит только одно: пора думать и вспомнить про некогда полученный от жуков навык призыва. Причем так удачно вышло, что призвать можно целого волка, еще и демонического, еще и способного отыскать кого угодно и где угодно. Единственная проблема, которую придется решить, это то, как усмирить разбушевавшегося зверя. А то хвостатый, оказывается, получил слишком много манны, от чего думает, мол, хозяин пытается задушить питомца ни за что, ни про что. Благо мастер уже преждевременно перекинулся парой слов с эльфийкой, убедив, что все под контролем. Потому раз Аманда видит, что ничего не даст, самое время прочитать лекцию о вреде отсутствия имени. Как хорошо, что подобные неурядицы легко решаются. Пипищики, знакомьтесь, уруши, пипищики. Надеюсь, вам неприятно. Теперь, когда пёсель довольный, можно отправляться спасать ушастую, которая в свою очередь тоже времени зря не теряла. Изо всех сил бороться пыталась и даже вот помощи дождалась. Поздравим горемычных с воссоединением, помянем их же с необходимостью раскрыть секрет говорящего оружия. Последствия предсказуемые. Аманда прям расцвела от полученной информации. Правда, радость даже не от встречи с легендарным разумным клинком, а от того, что ГГшка поделилась чем-то сокровенным. А значит, все целые и полностью доверяют Шизике. Пес, кстати, тоже радуется. От чего, не знаю, пишите в комментарии. А ребятки пока пойдут куда-нибудь в центр подземелья, ждать остальных, разделившихся на группы для поиска. Ну или не ждать, а смотреть на очередной клиффхенгер. На этот раз точно последний. Зато какой! Летающий, парящий, одним словом, птица! Как звать, не знаю, но оно и не важно. Сова оказалась обычным духом обычного друида, прилетевшим вызывать помощь и подмогу. Все. Ну то есть, да, вот так, конец. А чего еще хотели, ждали? Всех спасли, паучиху победили, из подземелья выбрались. Осталось только новую броню получить, класс обновить и снарядиться в долгое далекое путешествие в следующие душные данжи. Но разве что еще есть, понимаете, драматичная, лиричная, трагическая история. Аманда же неравнодушна к ребенкам, у нее приют свой, все дела. Так что представляете, именно Фран ей настолько сильно приглянулась, потому что когда-то под опекой эльфийки была пара таких же ушастых, которых Пенсия пыталась защитить и оградить от всяких опасностей, а они хотели всяких приключений, и в итоге сами отправились куда-то. И у них родилась дочь, и назвали они ее Фран, и узнала однажды Аманда, что подопечный тупо скисли, а она, значит, ничего не сделала, чтобы им помочь. Обидно, досадно. Ладно, пора прощаться, в путь отправляться, до свидания, до новых встреч. Клиффхенгера с Климтом касательно гильдейских хитросплетений не будет, потому что я обещал, что их больше не будет. Исекая в тайтле, кстати, тоже не было, потому что наличие у меча какого-то прошлого помогло разве что в плане готовки Хрючева, которое, как помните, скипнул. И того перерождения в меч название не оправдывает. Ждем какой-нибудь нормальный исекай по типу моего перерождения в аниме-ютубера. Простите, извините, перерождение дяди уже существует. Я даже было дело о нем рассказывал в обзоре на Рутубе. Поэтому переходите, смотрите, впитывайте, ради вас стараюсь. Ладно, еще немножечко для себя, но это тайна. Ссылка на самый лучший Рутуб канал в описании. Пока.